Некоторые проблемы в звучании миксов либо сложно, либо вовсе невозможно исправить с помощью широкополосных приборов. Действительно, если мне нужно скомпрессировать низкие частоты, я не хочу при этом как-то воздействовать на высокочастотную часть спектра. И наоборот, если я захочу просатурировать высокие частоты, мне не нужно как-то искажать при этом саб-низ. Давайте поговорим о том, какие есть положительные и отрицательные моменты при использовании многополосных приборов для решения тех или иных проблем в звучании миксов. Приступаем! Сегодня мы будем слушать многополосные приборы на полностью сыром мультитреке, чтобы вы могли различить даже самые тонкие нюансы обработки, без пересечений с другими процессорами, которые могут как-то изменить звучание микса. На окне в объятиях тени загорается свеча. Я тебя сегодня встречу у границы всех начал. Начнем с дорожки голоса. На ней я загрузил Neutron 3, в который мы сейчас добавим компрессор. Изначально он работает в широкополосном режиме, но мы можем превратить его в многополосный прибор, просто добавив недостающие полосы. На окне в объятиях загорается свеча. Теперь у нас есть полоса низких частот, средних частот и высоких. У границы всех начал. Одним из самых больших минусов многополосных приборов является то, что они начинают изменять или обрабатывать сигнал уже сразу после включения. То есть мы еще не начали применять компрессию, мы вроде бы ничего еще не делаем со звуком, но из-за того, что используются кроссоверы для разделения частотных полос, сигнал уже изменяется. В точках кроссоверов искажается оригинальная фаза аудиосигналов, а если мы используем линейно-фазовые фильтры, тогда добавляется предзвон. В общем, не так все радужно. Но с другой стороны, все современные многополосные приборы работают кристально чисто, и вот эти искажения, добавляемые ими после включения, можно считать минимальными. Послушаем. На окне в объятиях тени загорается свеча. На окне в объятиях тени загорается свеча. Звук слегка изменился, но это изменение находится на гомеопатическом уровне, то есть мы можем его различить, а можем и не различить. Поэтому не стоит бояться включения многополосных приборов. Но зачем они нужны? Одним из самых больших плюсов их является то, что мы можем контролировать отдельные частотные диапазоны как с точки зрения динамической обработки, так и с точки зрения других вариантов коррекции звучания. Попробуем скомпрессировать низкие частоты и посмотрим, как это повлияет на звучание вокала в целом. На окне в объятиях тени загорается свеча. Я тебя сегодня встречу у границы всех начал. Каждый год, вдыхая стужу, мы несем свои дары. Обратите внимание на то, как после компрессии низких частот проявилась середина. Появилось больше гундосых призвуков, но на самом деле они не появились, а проявились. В этом смысле многополосные приборы намного более тяжело контролировать в сравнении с однополосными. И если у вас не так уж много навыков, я бы не советовал использовать многополосные обработки в вашей работе. Тем не менее, мы можем скомпенсировать вот этот гундосый призвук с помощью дополнительной компрессии средних частот. На окне в объятиях тени загорается свеча. Я тебя сегодня встречу у границы всех начал. Каждый год, вдыхая стужу, мы несем свои дары. Ситуация улучшилась, но появилась другая проблема. Теперь в некоторых моментах выстреливают сибилянты. Вы видите, что компенсируя одну проблему, мы создаем тем же самым другую проблему, что не очень хорошо.
На окне в объятиях тени загорается свеча. Я тебя сегодня встречу у границы всех начал. Каждый год, вдыхая стужу, мы несем свои дары. Но теперь, я думаю, вы заметили, что звучание голоса стало более стабильным, и более того, компрессия кажется более аккуратной, чем если бы мы использовали широкополосный компрессор. Давайте послушаем до обработки и после. На окне в объятиях тени загорается свеча. На окне в объятиях тени загорается свеча. Звучание голоса стало более отчетливым, более аккуратным и менее гулким. Послушаем в миксе, до обработки и после. На окне в объятиях тени загорается свеча. На окне в объятиях тени загорается свеча. Теперь вокал лучше интегрируется в микс и звучит более стабильно. Можно сказать, что многополосный компрессор справился со своими задачами очень неплохо. И в этом смысле это прекрасный прибор. С его помощью можно очень тонко настроить различные частотные диапазоны того или иного инструмента, или, как в нашем случае, голоса, и скорректировать их в необходимом объеме, не больше и не меньше. При этом артефакты, которые добавляются кроссоверами, как мне кажется, минимальные. Давайте посмотрим другой многополосный прибор. На этот раз я возьму Transient Shaper. С его помощью мы можем добавить в вокалу некоторую акцентуацию в диапазоне средних и высоких частот. Это поможет артикуляции голоса. На окне в объятиях тени загорается свеча. Я тебя сегодня встречу у границы всех начал. Каждый год, вдыхая стужу, мы несем свои дары от сердца прямо к сердцу. А на низких частотах мы можем попробовать добавить сустейна, чтобы голос звучал более объемно. На окне в объятиях тени загорается свеча. Я тебя сегодня встречу у границы всех начал. Каждый год, вдыхая стужу. Послушаем до обработки и после. На окне в объятиях тени загорается свеча. На окне в объятиях тени загорается свеча. Я тебя сегодня встречу у границы всех начал. Прекрасно. После обработки голос стал чуть более живым. Мы восстановили некоторую динамику, которая была подавлена с помощью многополосной компрессии. Но теперь голос и находится под контролем, но и в то же время звучит естественно и приятно. Конечно, Transient Shaper выделил в некоторой степени сибилянты, но это можно будет позже исправить деэссером. Самое главное здесь понять, что многополосный Transient Shaper может использоваться для решения нескольких задач одновременно, как в нашем случае контроль атаки и сустейна голоса. Теперь давайте посмотрим на более специфичные приборы, но уже на мастер-канале. Друзья, сегодня мы разыграем одну лицензию на Neutron 3 Standard и одну лицензию на Ozone 9 Standard от компании Isotope. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно подписаться на наш канал на YouTube, а также под видео оставить ответ на вопрос, какой многополосный прибор вам нравится больше всего и почему. Напоминаю, что в розыгрыше будут участвовать только комментарии под видео на YouTube, поэтому оставляйте их именно там. Время проведения розыгрыша мы дополнительно анонсируем в нашем сообществе на YouTube. Как вы видите, на мастере работает максимайзер, но он здесь просто для увеличения громкости, а не для компрессии. Давайте посмотрим. На окне в объятиях тени Никакой обработки не происходит. загорается
То есть мы никоим образом не компрометируем звук. Сегодня встречу у границы всех начал. Добавим многополосный эксайтер. Сразу добавим 4 полосы и обучим плагин. На окне в объятиях тени загорается свеча. Я тебя сегодня встречу у границы всех начал. Прекрасно. Для эксайтеров я предпочитаю включать передискретизацию, чтобы обработка была более чистой и алиасинг в слышимый спектр не проникал. Теперь выберем более подходящий режим, мне нравится тейп, и добавим обработку. На окне в объятиях тени загорается свеча. Я тебя сегодня встречу у границы всех начал. Каждый год, вдыхая стужу, мы несем свои дары. Теперь вы слышите, как микс стал более насыщенным. Я включил связывание полос, чтобы настроить сатурацию для всего микса одновременно, но мы можем настроить разное количество насыщения сигнала для каждой из полос. На окне в объятиях тени загорается свеча. Я тебя сегодня встречу у границы всех начал. Каждый год, вдыхая стужу, мы несем свои дары. Такая многополосная обработка позволяет усилить те частотные диапазоны, которые, возможно, проседали в миксе, а также насытить сигнал необходимыми красками, чтобы в общем миксе каждый из инструментов прослушивался как нужно. Конечно, мы бы могли использовать однополосный сатуратор, но в этом случае, возможно, низкие частоты были бы пересатурированы, или высокие, или середина была бы как-то искажена. В общем, многополосные приборы в этом плане работают, как мне кажется, несколько лучше. И в своей работе, особенно на мастер-канале, я предпочитаю для сатурации использовать именно их. Но еще один яркий представитель многополосных приборов – это стереорасширитель. Здесь также добавим 4 полосы. На окне в объятиях тени загорается свеча. Я тебя сегодня встречу у границы всех начал. И с помощью этого прибора мы можем сделать микс либо шире в каких-то диапазонах частот, либо уже. Низкие частоты кто-то предпочитает делать более узкими, высокие частоты расширять, а я действую по ситуации. Иногда вообще никакая обработка не требуется, а иногда можно слегка расширить диапазон высокой середины или нижнюю середину, чтобы микс казался более объемным и более выпуклым. На окне в объятиях тени загорается свеча. Я тебя сегодня встречу у границы всех начал. Каждый год, вдыхая стужу, мы несем свои дары. От сердца прямо к сердцу, согреваясь до весны. Для нашего микса нам вряд ли пригодится стереоимиджер, но вы слышали, как сужалась или расширялась нижняя середина и как это изменяло общее звучание микса. Вернемся к эксайтеру и послушаем звучание до обработки и после обработки. На окне в объятиях тени загорается свеча. Я тебя сегодня встречу у границы всех начал. Каждый год, вдыхая стужу, мы несем свои дары. От сердца прямо к сердцу, согреваясь до весны. Как вы видите, многополосные приборы действительно позволяют исправить целый ряд проблем, которые мы можем услышать в миксах. Но слишком не переусердствуйте с ними. Все-таки любой многополосный прибор
создает искажение в оригинальном звучании из-за использования кроссоверов. Но если в ваших аудиоисходниках или в ваших миксах есть определенные проблемы в выделенных частотных диапазонах, тогда без многополосных приборов не обойтись, и они будут прекрасным инструментом для решения даже самых сложных звуковых ситуаций. Большое спасибо за внимание, увидимся завтра. Плывите к звуку!